Саня и погоня. Шутка. Опять мы тут бичуем, блин. В инторе. Сейчас будем варить борщ на ночь. Раскидаем лапшу во всей кабине. Вот на эту стойку вот так промочи. Так, ты мне рассказывай. Ты голодный, нет? Ну, у меня есть колбаса, слышишь? Я ж не хочу есть, я сейчас чаю выпью. Ты мне знаешь, что скажи? Как ты дошел до такой жизни? Почему у тебя нет осветительных приборов? Все, я же сказал. Сделаю обязательно. Как ты столько времени ездишь, работаешь, блин, и ни хрена, ну как вот, блин, подъехать, заехать, нифига, блин. Ты же знаешь, я же ночью еду, блядь. Днем гружусь, ночью еду, а это видишь, блядь, как получилось. Ну, в общем, ребята, бичуем мы вот с Саней опять, блин. Как в Оренбурге бичевали, блин. Сейчас чайку забахаем, блин. И все, будем кайфовать, блин. Не, я вам скажу так, ребята, кто что не говорил, блин, но Америка есть Америка, блин. Это все говно. Слышишь, а ковры вот это, что ты с коврами с этими будешь делать? С каким? Ну вот же я вот этот ковер повесил. Ну у тебя хоть бубонов нету, да? А? Я их не любил. А вот ковер бы еще один повесил. Ну чисто на это. Как цыгане, да? На это. На зиму, блядь. А на лето мне их обязательно снимать. Потому что пыль, блядь, садится. У меня тряпочка протер. Да. Такая фигня. Валенки у тебя, да, садятся? Валенки. Нормальные у тебя валенки, блин. Это что, на случай грандиозного шухера? Конечно. Валенки, блядь, штаны. Гена стоит, да? Вот что случится, блядь, оделся. Валенки прям. Вот мне кажется, валенки одел Ну. и только пододелся, блядь, и любой мороз лёг, И можно взять валенки и в репелах, таких как у волка, да? Цветочек. Вон, видишь, я, блядь, на север здесь собирался. Так, приехал, Какой север, вон, блядь? погляди, какая куртка у меня, вон она, наверху. Вон она. Не, ну ладно. Видно? Нет? Да, видно. Вот это что ли? Медвежья что ли? Я не знаю, что лётная, ключ СССРовская лётная. Слушай, на куртку. А что ты наболтал этот, блин, автономку жарко, блин? На резинчике. А скольки она у тебя киловаттная? 4. Ну у меня 3 пойдет. Сейчас это. Ну, в общем, ты теперь блогер, да? Да? А чё ж? Почему? Ну, правильно, блин. Пускай люди смотрят, что я занимаюсь. Как мы бичуем. Хорош, нормально. В общем, ребята, так вот мы тут. Слышишь, а ты так вот, когда я был в Оренбурге? Да уже, блядь, 2 месяца. Да. У меня знаешь, как в этой заявке написано? Ну, По прибытию. правильно, а чё? А Вообще чё? первый раз такая фигня. По прибытию. Правильно, а что ты не знал, что ли? Нет. Ну это же у нас братва там такая, видишь, в Тагане. По прибытию. Вот мне что нравится, ты когда в Бодайбо едешь, понял? У тебя никто не спрашивает, когда ты приедешь. Вообще, то есть у тебя вот заявка. Тебе никто не звонит, потому что там связи нет.
Все, ты поехал. Тебя спросили, когда ты планируешь быть ориентировочно. Ты скажешь, ну, там, через пару недель. Все, тебя никто не забагает. А тут как сраные веники летают, носятся, блядь. Ой, блядь. С выпученными глазами, блядь. Дай, Валер, вот эту. Какая, блядь. Кого? Там красную хер. Вот эту? Ты гоняем. Да. Сюда поставим и колбасу сейчас будем резать. Блядь, когда мы их убили, Кого? ну вот эти, блядь, КамАЗы скорые вот опять. Сейчас, блядь. Они же нас обогнали, по-моему. Держи, блядь. Ну а как? Вот они опять поехали, блядь. Как вот мне поставить сюда телефон? Чтобы снимать. Чаек попиваю. Слушай, наверное, знаешь, что сейчас? Сейчас поставим. Там, блядь, этих. Никто никому не интересно, как мы с тобой подключаем. Никому не интересно? Вообще абсолютно. Ну, ты Там знаешь, В прошлый раз, блядь, мы смотрелись, ну, как мы что там сидели. И, по-моему, ни хера, блядь, никто не смотрит. да кому не Ну, вот надо? именно кому. Просто для себя потом посмотреть, как мы сидели. Бичевали, да? Да. Не, ну кто-то что-то смотрит, блядь, пофигу. Где у тебя пакет, слушай? Так. Что ты я взял? Сыр будешь? Я не хочу я сыр, я сейчас вон чай. Печеньки. Чай с конфетами и всё. Печеньки. Не хочу. Шоколадка вывелись. Мне ж как летчику. Летчику надо это. Шоколад мне. И все, больше нафиг ничего не надо. Маманя положила кулек. Блять, слышь, вот мне Женек мясо посоветовал 2 куска, блядь, мне от них, короче, блядь, аж херово было. Может быть от мяса давление подниматься? Да хрен его. Вот такой вот выброс, как бы, этого, что ли, энергии или что-то, короче, такая фигня. Блин, сейчас чай пока стынет. Давай. Он с пивом, я с чаем, да? А, хорошо, холодненькая пошла, да? Замечательно. Слышишь это, Санек? Ну а что ты вот, ты вживую, допустим, Интера видел? Вот, теперь видел. Ну, Ну, вообще другой. почему другой? А вот что ты думаешь, вот мне пишут там люди, вот, блядь, ты там срань какую-то лепишь, решетку не так поставил, надо было решетку вырезать дырки, блядь, они меня достали уже. Понимаешь? Бери вот хлеб. Которые люди постоянно смотрят и следят за движением. Ну, Они- те они- такой пурги не пишут. Они все понимают, понимаешь? Чего там, кто. Последнее вот видео было. Какое? Там один комментарий кто-то написал, поставь, блядь, там ресивер дополнительный. Вот, Ну, по электрике ты уже делаешь, блядь. ну, Тебе воздух уже, блядь, ресивер еще до воздуха, блядь, ты закончил их, нахуй. ну. Первый знает когда, блядь, он, блядь, что-то у него в голове там, блядь, возникло, и он пишет, блядь, поставь ресивер. Хотя у тебя этих ресиверов там, блядь, вот так Больше, обвешано. чем волос на голове. Ну, видишь. Потому что люди не следят за движением. Вот у него в голове возникло, блядь, совет какой-то тебе дать, понимаешь, он излил, блядь. Не, ну это ты ночью увидел, что надо было, блин, бежать. Я думаю, после Нового года приедешь. Будешь кататься. Женя! Будешь смотреть Мишане, да? Мы там соберемся бандой, сожрем пол кабана.
Наварим шулюма, будем слоняться с котелком. Ой, в общем, сейчас надо бежать, блин. Что, 280 до Воронежа, блин. Да, Слушай, от Воронежа до Тамбова там вообще мало. Я так понял. а то раньше до Тамбова, там или 170, что такое. И до Пензы, наверное, так же, да? От Тамбова. Тоже там что-то такое, да. Ну там херня, блядь. Да я тебе говорю, вот эта дорога будет лучше, блядь. Сейчас там будет, если там на камыше не этот, скажи мне. Я один раз на Пензе стоял, весной, блядь. Как замело, блядь. Ну эти, одноногие не... Чё он тут? Одноногие не едут. Потом уже, когда рассос начался, я так и не понял, из-за чего пробка была. Просто какой-то, блядь, пригорочек вот такой, ну. И они не могли, блядь. Ну, не то, что они, а там Пару тигров. эти же, да, как бы, блядь, пару тигров, что ли. Эти же одноногие, блядь, потом кричали там, как, блядь, так нахуй, из-за чего мы здесь стояли, блядь. Ну, другие, блядь. Ну потому что, наверное, выехали крутяки по месту на лысой резине. Да нет, вот именно такие на пятерке стояли. Именно междугородники такие, блядь, понял. Серьезно. Да. В основном эти азиатские друзья буксуют. Вот просто, надо, помнишь, я в группу видео выкидывал. А кто? Ты мне из Казахстана, что ли? Даже не из Казахстана, а вот оттуда, с этого. С Узбекистана, мне кажется. С Узбекистана. Ну, в Казахстане, блядь, тоже там нахуй метели такие бывают, блядь, похлеще, чем у нас. Ничего, я уже думаю, доделаю. Хотел до зимы доделать, блядь. Ну там столько работы, что, блядь. Просто жопа, блядь. Ну, ты вот подошел к нему. Ты вот... У него, знаешь, я когда подошел, от него даже какая-то, блядь, энергетика вот такая идет. Видно, что, блядь, Он видно, что он заряженный, да? На ухо. что ты в него в душу все вкладываешь. Ну, душу я в нее не вкладываю, вот энергию я в него вкладываю, блядь. Каждый винтик, каждый болтик, каждый дециметр, блин, металла, представь, дотронутый несколько раз, не по одному разу. А все кронштейны, все вот это вот, все переделанное, блин. Сейчас просто, понимаешь как, люди смотрят визуально. Ну, рама там, да, ну, разобранная, допустим, что-то. А мне же это надо сделать изнутри все. Очень колоссальная работа, блядь, очень тяжелая. Ты знаешь, вот я тебе честно скажу, я бы уже вот сейчас бы, в данный момент, я бы на эту авантюру не повелся. Вот не повелся бы, блядь. Ну а на чё б ты повелся? Если ты по-другому не умеешь, блядь. Просто ты по-другому не умеешь. Всё. Ну на такую авантюру, блядь, я не знаю. Вот сейчас, вот, блядь, мне желания вообще никакого нет. А выхода уже обратного нету, понимаешь, никакого, блядь. Только вперед. А сколько, блядь, представляешь, вот... Ты когда двигатель делал, у тебя еще его не было, уже тогда все понятно было, блядь, что ты будешь делать. Ну да, когда я двигатель купил, блядь, ко мне приехал там пацанчик, говорит, а зачем тебе двигатель? Я говорю, ну как, на машину. Он говорит, а машина где? Я говорю, еще нету. Так я движок взял за 100. За 100. Ты сейчас пойди двигатель за 100 купи, блядь. Да ты в жизнь его не купишь, блядь. Ты сейчас поршневую, блядь, не купишь, блядь.
А, эти блогеры, блядь. Попрошайки, так, в кавычках. Ага, ну. Они же и веку разбирают сейчас. Ой, блядь. Ты не смотрел? Я включил. Короче, я, тоже так включил, одно видео смотрел, там дохуя их видел. Короче, блядь, он сказал, там прокладки, блядь, поршневая, кольца, блядь, вкладыши, короче, вот эта вся херня. Он сказал, и то они купили, блядь, не оригинал, а самые, блядь, я так понял, дешевые, что Ну, от которых коленвал не крутится, блядь. Короче, 250 тысяч надо. 250 тысяч? Он сказал, вот в последнем видео я слышал. Блядь, может я что-нибудь проебал, он, по-моему, сказал 250 тысяч. И коленвал не крутился, да, они думали, блядь. Они же засандалили за этот. Я ничего не стал им писать. Я ничего тоже не писал. Они ребята грамотные, пусть решают. Это пушкинский, блядь. Ну ты знаешь, они ж когда мотор вытаскивали, вытащили этот мотор, понял? Хозяин этой машины. Да, хозяин машины сидит, он ему говорит, да, я думал тут полтинником ремонт, понял? А тут, говорит, хоть бы в 300 вложиться. Но ты знаешь, он разобрал ивековский мотор. Он один к одному практически как китаец. Вот один к одному. То есть по техническим Там характеристикам. вот эта херня, плита Плита, да. Но единственное, что плиту они все равно переднюю сняли, там шестеренка. Ее в любом случае снимать. То есть все навесное. Вот это, я сейчас вот сижу, просто думаю, что единственный может быть косяк в принципе этого мотора, в принципе, косяк. Что, например, чтобы поменять коренные вкладыши, понял? Именно коренные. Что надо выдергивать мотор. Но с другой стороны, в принципе, смотри, Саня. Поршневую вытащил. Вытащил поршневую. Правильно? Ну. Вытащил поршневую. Через эти отверстия взял коленвал за ремешки, чтобы его не поцарапать. Понял? Подтянул коленвал кверху, открутил плиту, коленвал припустил, но все равно придется переднюю плиту разбирать, все равно придется коробку снимать, все равно придется задний чехол снимать. Да Боже, ладно. Херня. Валер, проще его двигатель, блядь, когда ты ремонтируешь. Вот этот мальцевский есть мотор. У него вот распредвал есть. ну, И там, блядь, толкатели, короче, стоят, ну. которые, блядь, толкают эти. Им пизда часто приходит. Не знаю. А из-за чего? Не дай бог. Короче, ролики на их квадратные становятся, понял? Не знаю, мне распредвал в идеале. Не распредвал. Вот кулачок распредвал вот так идет. Ну, И здесь такой, блядь, как коромысло, блядь. И ролик на нем стоит. а, И он вот так а толкает. там нету в китайце такого. Я Там знаю. стаканы стоят и все, блядь. Там стоит стакан, блядь. И там вот так, короче, они, блядь, толкают эти. Никаких там роликов нету. Там, блядь, вот И- именно система, вот как на бафике. Чтобы туда добраться, Там нету ничего этого. эта система, блядь, надо весь двигатель разобрать и его перевернуть. Там ничего такого нет. Там просто распредвал, понял? Стаканы сверху и в них, блядь, штаны. И все, блядь. То есть там настолько он простейший, что, блядь, система, блядь. То, что ты говоришь, там, блядь, вкладыши, там, менять. Этот. Слышишь? Проще снять его там 5 секунд. Манипулятор вызвал, снял его. Так а дело все в том, что я Потом ж... также его туда закинул. Слышишь, дело все в том, что я же заезжал в Оксае, понял? Оказывается, на вот этого китайца
Там есть у них... Подожди, как же эта фирма? Блин, она мне... Женя говорил. Какая-то фирма немецкая, блин. Кобельшмидц, нахуй. Ну, в общем, в итоге я разговаривал с хозяевами этого магазина. Они говорят, мы сейчас полностью отказываемся. То есть вот это... Мне уже башка на ночь не варит, блядь. В общем, вот это Лео. Ну, Лео есть запчасти. Потом этот, блядь. Ёбаный, не могу его называть. Ну, неважно, все китайские фирмы. И, говорит, запчасти привозят с Германии. Прикинь? На китайские моторы делают. На вот этот китайский мотор идет все, говорит, немецкие вкладыши, кольца, поршневая, все, блядь. Ну это же мотор не китайский. Нет. Ну как, он же вольвовский. Я думаю, что они с Вольвы стырили. Ну. Вот есть Вольво на 90-х, блядь, конец 80-х, начало 90-х. У нее кабина, вот не как у Женька, понял? Но. А вот до этого еще. У нее кабина, блядь, один в один, как у этого, блядь, у Хойвана. Ухова. Двери, все. Только у нее морда другая. Да у нее даже торпеда такая же. Все такое же, абсолютно. Вот это, блядь. Ну что-то не И двигатель по-любому там такой же. Ну может где-то какие-то они Ну конструкции да. там И вот, что-то наверное, внесли. вот эти, наверное, вкладыши, вот эти кольца. Все наверное, одинаково. Так оттуда, дело все в том, что там поршневая стоит. Там первые, я вот заходил в интернет. Это вот ребята, кто будет смотреть вот эти Ховы ВД-615. То есть первая поршневая на вот эти Ховы шла раздельная, понял? Головка отдельно, юбка отдельно, блядь, как на американцы. Так они даже есть в продаже на них, блядь. Вот эти раздельные поршня, прикинь. А для чего это вообще сделано, вот эти раздельные поршня? Чтоб они перегрев, нагрев там, да? Да. Ну зазоры, конечно, там бешеные. Так что, ребята, чуть-чуть вату покатали. Сейчас мы чаек допиваем. Саня будет отдыхать. Вот, а я, наверное, буду двигать дальше. Да ладно, Вот. что таки морнешь потом. Ну, посмотрим. Там. Так что пишите комментарии. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Александр, только 56-й, да? Не. Мне везет с 56-ми, 46-ми, да? Классно, блин. Я думаю, 46-й будет смотреть, потому что смотрят многие. Я об этом знаю. Да, а что, 46-й сейчас там на море, на берегу, бля, сидит там, ништяки. Не, ну вот, Груз ищет, как вот оттуда выехать. слышишь, ну вот честно говоря, вот понимаешь как, вот, конечно, это не дело там интернета, там, не, ну так как люди выставляют, все эти лишние, ну, свои движухи выставляют во общее обозрение, как я выставляю, сейчас Саня начал, как все, как Пушкин, ну, все вот эти блогеры, там, да, эти хай-айсы, да, все что-то обсуждают, все что-то говорят. Я понимаю, что какие-то шишки, где какие-то там это, но люди неисправимые. Вот они не понимают, что, блин, нельзя ехать на машине, да, вот пока ее не привести в порядок. Блин. Ну нельзя на ней ехать. Блин. Вот, понимаешь, это для меня это, блин, вот мне тоже человек говорил, он все равно будет смотреть там этот, ну, видос. Сейчас, говорит, интера возьмем. Понял? Ты сейчас, говорит, купишь интера. Мотор вкинул и через неделю помчался. А я говорю, куда мы помчимся? Вот там вот побезная чалтеря, блядь. И четверка, блядь. Все, максимум, куда на нем можно будет доехать. Все, блядь. Там опадут колодки, там все подпадает, понимаешь? И в чем тогда смысл работы, блядь? Чтобы, например, ездить, блин, то ты дома спокойно все сделал, просверлил, приварил, сделал, покрасил, прикрутил, да? Или сейчас вот так на трассе стоять сопли морозить.
Я не знаю, блядь, я не знаю. Блядь. А потом люди рассказывают, что это бизнес говно. Да надо сначала машины привести в порядок, а потом уже как бы заниматься этими делами всеми. Перевозки они были, есть и будут, и смысл в них есть. Ну я в них вижу. Я вот на бафе езжу. Блядь. Ты ж помнишь, там я бафа делал, гильза у меня просаженная была, да? Да! На 1000 километров там и все, у тебя ездить не будет. То он будет ездить десятками лет, ребята. Это я скажу, почему гильза это подпросела. Потому что подржавела. Нет, она и подржавела, и когда я был в Бодайбо, понял, там вот эти вот, блядь, подъемы, которых, блядь, ни конца, ни края не видно, блядь, понял. Первое, блядь, полный газ, а я туда повез 3700, 4 тонны, блядь. Ты представляешь, 4 тонны для этой машины, блядь. Я когда встретил чувака, он у нас в группе был. Я встретил его оттуда с Новосиба, он был в группе, потом он ушел на газеле. Он когда обратно ехал, я на него смотрю, у него такие глаза, он вот так вот, а местные ржут. Не он, а до этого на газеле чувак, он говорит с таксимо, понял? Сейчас я тебе скажу, там же БАМ идет. И получается Северобайкальск 2 раза за рессорами ездил. Ты представляешь, на поезде? Он, говорит, месяц тут жил, блядь, и ездил, говорит, за коридор. Он приехал, у него рессоры лопнули, понял? Он, говорит, поехал за рессорами, приезжает, рессору ставит, прикручивает, блядь, она у него бак вторая. Он садится молча на поезд, раз уехал, опять приехал, уже с 2 рессорами, понимаешь? И там вот эти горы. И представь, как назло, когда я был, местные говорят, такого не было. 42 градуса в тени, блядь. Ты представляешь, Бодайбо было? Жарище было. Я во всех этих горных речках поперекупался. Там идут сопки и лед тает, блядь. А я купался, там вода, как в Азовском море, блядь, 28 градусов, блядь. Хотя она там должна быть, блядь, яйца. Да. Подбородок. Ну, я образно говоря, понимаешь, утрирую. И я этот мотор греванул. И первый раз я, когда оттуда выехал, у меня перед Северобайкальском начала прокладка булькатить. Я вот то Илюхе с Новосиба позвонил. Он говорит, сейчас там пацанчик есть. Я заехал к нему в гараж, ну просто. У меня прокладки все было. Заехал в гараж, он говорит, у него есть подъемник, что-то на пупу ее не дергал, понял. И я к нему заехал в гараж, он уехал на охоту. Я что-то дернул, сделал, он вечером приехал, говорит, ключи, он говорит, отдашь соседу, блядь. Я говорю, да что ты прикалываешься, ну полностью гараж был. Ну такое, ну как бы доверие людей, понимаешь. Я сделал всю фигню, блин, смотрю, он уже потом приехал, блядь. Вот если когда-нибудь поедем туда, надо будет пацанам арбузов, блядь, навести туда, блядь. Арбузы, дыни, если летом поедем, блядь. Ну это ближе к осени. Да чё к осени? Чтоб они у нас еще пошли. Да, у нас они в августе нахрен никому не нужны, эти арбузы. Я в этом году разговаривал с этими, блядь, с пацанами, блядь. В Камышине, блядь, говорит, вообще, блядь, бросали поля, цены не было в этом году, вообще. А вот так ехать, взять просто, блядь, там 500 килограмм тонны, блядь. В презент, блядь, привезти на. Ну, просто на гостиницу. На гостинице, да и все, конечно. Он сейчас Илюха звонил, говорит, приезжай, блядь, на охоту. Я говорю, да, сейчас, говорю, приеду, блядь. Он говорит, там не очень холодно. Да есть там ребята с Бодайбо, там переписываю с некоторыми. Да ты молодец, видишь, блядь, даже на погрузке там всех своих нашел, все знакомые, со всеми знакомишься. Так быстрее, блядь. Ну так записывал телефон. Нет, так телефоны надо брать. Люди потом звонят. Ты ж видел, чувак уже уезжает. Я стой. Не, ну а что нормально. Работать можно, работы всем хватает, блин. Понимаешь, блин. Самое главное, чтобы машина была нормальная. Опять, вот надо знать ее под что брать. Ну, в плане того, что машина. Вот тот же самый 46-й Саша этот, да? Вот мы с ним разговаривали, там туда-сюда. Он взял, допустим, этот, блядь, скажи мне, блядь, ну, бортовую. Нахер он, блядь,
Понимаешь? Но он поехал в жопу, в такую, которую он сейчас поехал. Откуда он вообще, блядь, кроме кирпича ничего не привезет. Согласен? И плитки, блядь. То его хер дернул, блядь, поехать за 3 копейки, блядь, поехать в Читу, блядь. Я не знаю, блядь, я не знаю. И сейчас вот он приехал, да, как он сказал, у меня мешок, надо было сказать, что у него мешок шишек. То мы все ждали, пока он шишек привезет, блядь, а он мешок долгов привез. И опять он, блядь, поехал с домашним переездом, блядь, в этот, куда он, в Симферополь, блядь. В Севастополь, блядь. Вот что он оттуда будет обратно везти, блядь. Да и, блядь, лишь бы он еще до тут доехал, там, блядь, на спуске, там, пиздец, нахуй. Ой, Он же сказал, что у него ни тормозов там нихуя, блядь. Толком ни колодок, ни ебаться. Ну и дальше что? Там вот так едешь, короче, блядь. И прям перед самим Севастополем, блядь, менты стоят, короче, блядь. И, получается, знак висит, блядь, грузовым прямо запрещено. И стоят менты, блядь. Патрулька прям стоит там, караулит, блядь. Они, когда видят, нахуй, едет, я думаю, ну, запрещено, хуй с ним, я, блядь, ебану сейчас, нахуй. Хотя, блядь, вот они прям стоят, нахуй, с мигалками, блядь. Он выбегает, машет, блядь. Туда, типа, поворачивай, направо, блядь. Куда ты нахуяришь, блядь? Я прохуярил, короче, блядь, прямо. Остановился, блядь. Выхожу, блядь, говорю, командир, я, блядь, проебал, говорю, момент, блядь, вспышку, говорю, заебался. Ну да. А тебе куда? Я говорю, ну я туда-то. Все, говорю, не ебет, короче, тебе туда, направо, блядь. Не, направо, блядь. Ну ты на него обиделся сначала, а потом ты понял, да? Нет, я назад сдал, короче, блядь, назад сдал, все, нахуй. И направо выехал, вот так, нахуй. И так, блядь, ну пиздец, там такая природа охуенно, все, блядь. И встал так лесок, думаю, пошел в лесок, сходил, блядь. Кордонку, блядь, с этого снял, нахуй, с радиатора, блядь. Сейчас, кстати, надо будет А я поставил. поставить, блядь. Вот. И думаю, надо это, тепло так охуенно, колодки подвести, блядь. Что-то тормоза, блядь. Полез под прицеп, блядь, колодки подвел, блядь. Все, поехал. Ебать, такой спуск охуевший, блядь. Спустился, короче, все. Съездил в Ялту, все, блядь. Обратно еду, блядь. Эти, блядь, 2 тонны везу, блядь, трубы. 2 тонны, блядь, я вез. И, блядь, что-то, короче, блядь, опять на эту дорогу не могу попасть, короче, блядь. Опять думаю, что за хуйня, блядь. Туда-сюда, блядь, и пиздец. Не могу попасть, короче. И тут хуяк эта фура идет. По рации кричу, короче, никто не отвечает. Хотя грузовики ездят, у них, видать, рации нету нихуя. И я вот так развернулся, блядь, думаю, ну я, наверное, туда, блядь, не туда попал. Обратно поеду, блядь. И хуяк этот цементовоз едет, ну, полуприцеп. Я форточку открою, говорю, бля, братан, говорю, мне, говорю, на Тавриду попасть. Он говорит, поехали за мной туда, все правильно. Все, мы за ним поехали, блядь, вот так еду, там, по дворам вот так едем, блядь. И, короче, хуяк. Смотрю, фура вот так стоит, морда вот так железная дорога, блядь. Короче, тягач отцеплен, понял, от этой, блядь, от самой фуры, нахуй. Морда задрата, блядь. Колеса, нахуй, вот так у него, блядь, в разные стороны. Оба, короче, блядь, пробитые колеса, нахуй. И, ну, где фары, вот эта решетка радиатора, все расхуярено, нахуй. И они еблом ходят, трясут, короче, вокруг нее, вдвоем, блядь. Полуприцеп уже отцеплен, блядь, вторую уже. Хуй знает, что там у них, блядь. А я потом понял, что они там ебанутся, какие седые, нахуй. И потом, как начался подъем, блядь. Пиздец, какой подъем, блядь. Я нахуй эти 2 тонны, блядь, туда, нахуй. Тащил, блядь, на второй пониженный, блядь. И там, блядь, подъем, там прям вот такой, блядь, пиздец какой крутой подъем. Потом понял, блядь, этот крутой подъем заканчивается. И такой, и он, этот крутой подъем переходит в пологий подъем, блядь. Ну этот, блядь, пологий подъем где-то километров, нахуй, наверное, блядь, 7, нахуй. Представляешь, блядь? И вот они, видать, я б, если оттуда хуярил, у меня тормоза не выдержали, нахуй, с
Если бы ты вагончиком. оттуда выехал. Да. Вот и получается, я оттуда выезжаю, и вот они, эти менты стоят, блядь, оттуда, короче, посылают направо, понял? То есть туда нельзя, блядь, грузовым, потому что там нахуй ты хуй спустишься, нахуй. А эти тигры, наверное, поехали. И эти тигры, видать, тут хуй знает, они, наверное, проскочили, может, менты там за кем погнались или хуй знает. Они, видать, там, блядь, они седые, наверное, ходили. И они, наверное, туда там разогнались уже и въебали в железную дорогу, я так понял, нахуй. Просто, блядь. Потому что там внизу остановились. Там большой, и там вот эта вся хуйня, блядь, и там, короче, ремонт, это Тавриду заканчивают делать. Там мосты такие, блядь, роют, короче, там горы нахуй роют просто. Хотят поположить, чтобы было. Понятно. В общем, ребята, будем мы вату дальше катать. Я думаю, вам не интересно. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал Саши. На наши каналы, да. Так что да, что-то будет какая-то движуха, будем дальше информацию вам кидать. В Да, общем, показывать. до новых встреч!